Всем привет, друзья! Сейчас я, получается, уже повторяюсь. По просьбе подписчиков у меня несколько каналов, и я делал тему, как я быстро похудел без диеты, кушая все. Вот у меня есть еще и Татьяна Дзен, там же есть ролики. Значит, я выложу снизу ссылку и на статью, и на предыдущие ролики. Кому будет очень интересно, я еще покажу, какой я был летом на речке. Я снимал видео, какой у меня огроменный живот был, какой я был толстый. И как за 23 дня я легко похудел на 20 килограмм, можно так сказать. И весил я 129 килограмм 800 грамм, и через 23 дня я стал весить 109 килограмм. Это совсем не диета. Ел я что хотел. В каком-то видео я показывал, как я просто наворачиваю целиком отваренную рульку просто с хлебом на ужин. Ну ладно, это все мелочи жизни. Заключалось это все в том, что все вот это поедание, голод, похудение, это так же, как сигареты, бутылка. Это все в нашей голове. Мне подсказал человек, который в свои 35 лет, она не хочет, чтобы я ее озвучивал. Это девушка, можно сказать, красавица модельной внешности. До сих пор может одеть то, что носила в 10 классе. Выглядит прекрасно, не то, что ее подруги в 35. И она мне сказала, что это в твоей голове. А попробуй вот питаться, как ты, когда посмотрела мои фотографии, где я был военным, уже после срочной службы. Посмотрела, где я был на срочной службе. Вот видишь, говорит, питайся, как ты питался там. Этот режим тебе подходил больше. И что я сделал? Я действительно нашел, вспомнил, потом для себя нашел в интернете режим питания советского солдата. Расписано там, конечно, красиво, но питались мы намного скуднее. И вот на это скудное питание я перешел, завтрак, обед и ужин. Ну, первую неделю нужно было постараться, потому что у всех дискомфорт разный при таком переходе на этот режим. У кого 4 дня, кто уже пробовал, мне писали, у кого 5, у кого 7. Конечно, проявляется голод, раз организм не привык, голова, мозг еще не перестроил организм. Вот эти сок, что вы сейчас видите на экране, он стоит 59 рублей. Везде он продается. Да, любой сок подойдет, сладкий. Именно первые дни, пока вот этот есть дискомфорт, что все-таки хочется кушать, как привык все подряд в рот толкать, только кушать захотел, уже что-нибудь в рот запихать себе. Нет. Именно не дураки разрабатывали в Советском Союзе режим питания для солдат. Как говорится, мы и голодные вроде ходили, а вроде и не голодные. А с армии приходили возмужавшие, поправившиеся. Значит, организму всего хватало именно сколько нужно. Не было недостатка и не было излишков. И вот этот сок, он бы как на первое время. Ну, захотелось кушать. Ну, не побежишь же ты, беляш или пирожок хватать. Тем более я работаю в магазине «Выпечка». Здесь и беляш, и пирожок, и пицца. Все что угодно свеженькое. Раньше захотел жрать, бах, в микроволновку. Взял все это дело, как говорится, подогрел, кофеек навел или 10 кофейков за день. А здесь я утром пью молотый, молочу зерна на старой кофемолке 79-го года. Ну, какой-нибудь легкий завтрак. А иногда уже привык и не завтракаю. Кофе попью после натурального молотого, есть вообще неохота. И где-то часов до 12 потом проявляется голод. Меня спасает этот сок. Я сейчас говорю о прошлом. Спасал, сейчас мне он как бы уже и не нужен. Я его вместо водички беру, что привык пить. Ну что солдатский режим? С 7 до 8 завтрак. В 2 часа у нас был обед. С 19 до 20 ужин. На ужин тоже. Сейчас желудок сократился. Обожраться уже, как раньше, тройную порцию навернуть уже не получается. Поэтому вес сам по себе стабилизируется. Вот в новогодние праздники пиво пил и отъедался. Да, вернулось 4 килограмма, что не двигался, ходить некуда было, на работу не надо было. Но оно сейчас постепенно опять уходит. Но теперь для меня это уже не напряжно. Так что я оставлю ссылочку в описании.
как бы на предыдущий ролик, на первый ролик, это кто пожелает посмотреть, какой я был толстый, потому что сейчас уже аж стеснительно в таком виде себя видеть. Будет лето потеплее, я продолжу тему, посмотрим, сколько я скину. Может быть, я дойду до военного веса. Я весил тогда, по-моему, менее 90 килограмм, 87, при моем росте 179 сантиметров. Хочу еще больше, но сейчас пока я этим не парюсь. На улице зима, холодно, мороз. Буквально сегодня, какое у нас 5 февраля 2023. Скоро все это продолжим, потому что начинается сезон великов, потом купание, плавание по реке. Тоже подпишитесь. Вот просто подпишитесь, если вам интересно, какой будет эффект. Дойду ли я, можно сказать, со 130 килограмм за два таких, как говорится, подхода. Второй подход будет у меня после февраля, ближе к майским. До какого веса? Тем более эти подходы не травматичны. Ну, как бы, язву желудка не заработаешь, жаришь что хочешь, только кушаешь, как вот положено. А не так, чуть-чуть голод проявился, жрать захотелось сразу, что угодно в рот пихать. Дело-то не в продуктах, оказывается, как все, вот у нас продукты, вот мы толстеем, вот калории считать надо, ни хрена не надо. Надо жрать то, что организм хочет. Просто первое время вот так чуть-чуть постараться, и все будет пучком. Ладно, на этом я закончу ролик. Ссылочка на предыдущий, где я подробнее рассказывал, он уже был вторым, потому что мне подписчики писали, расскажите подробнее, что первый я выпускал на речке, где снимал, какой я толстый, и я там рассказывал, как мне было тяжело, как я не мог дойти до этой речки, как говорится, от своего дома лишних 400 метров, 3 года не мог дойти, как я раньше ходил от скамеечки до скамеечки, болели ноги, уставали, то есть все мои вот эти инфаркты, инсульты, все, что у меня было, и вот из-за этого, что я именно захотел жрать, и деньги всегда есть в кармане, что угодно докупишь, а если на работе с полочки возьмешь, да поешь. И как теперь сейчас мне прекрасно жить. Ну все, если что, читайте, я подписчикам отвечаю в Дзен. На YouTube я ролик выложу для приличия, но ссылочка будет на видео в Дзене. Туда переходите, задавайте вопросы. Да, все это у меня настроено именно подписчики, так что если вы на YouTube подпишитесь, если на Дзен подпишитесь. И прошу вас, не стесняйтесь спрашивать, пишите комментарии, получилось ли у вас или нет. Я хочу это тоже знать, кому ли я помог. Ну, потому что тоже интересно, работает ли это у кого. Мне уже 16 человек ответили, сказали спасибо. Всю жизнь мучаюсь, то такие диеты, то не кушаю, то там тоненький сырочек, тоже какой-то зеленый кофе, то это оказывается, говорят, так просто, как вы придумали. Я говорю, я ничего не придумывал. Все это за меня придумали еще в СССР. И разумные люди составляли режим питания для солдата. Вот сейчас я вот сижу в своей мастерской, и тут у меня вот вход, дверь за шторкой, пожалуйста, беляши, все. Они мне не нужны. Ни чебуреки, ни беляши, ни пиццы, ни сладкого здесь тоже. Гора пирожных всего. И если я вам помог кому-то с этим, пробуйте, не бойтесь, это же не война, вас не убьют. Попробуйте денек, два, три пожить по этому солдатскому режиму. Особенно мужики, кто моего возраста, кому уже полтинник. Вспомните свою службу в армии. Вот всего лишь. И ваш мозг это помнит. Вы, как и я, очень легко и быстро перестроитесь, потому что в памяти мозга все это в голове, оно у вас есть. Женщины, вот мне писали с соседнего магазина, полная в мясном магазине. Слушай, говорит, я не стала как-то в течение там 23 дней, потом месяц чего-то соблюдать. Я уже, говорит, 3-й месяц такая. Я говорю, я по тебе вижу. Она говорит, ужас, аж самой страшно, все обвисло, такой ужас стал, как вот это все
Ну, летом, ну, не знаю, что это, надо же где-то со специалистом советоваться, что там все обвисло. И у меня, конечно, живот обвис. Ну, в речке плавать, что ли. Ну, так что главное, пишите о результатах. Есть такие, конечно, по-моему, один или два человека сказали: нет, у меня не получилось, я не могу. Я привыкла, женщина, позавтракать, прийти на работу, кофейку попить там с пироженкой с какой-то, в обед сходить пообедать, после обеда еще раз выйти на перекур, тоже кофе с чем-то навернуть, короче. А получилось она... Извините, это я не мысль теряю, я на работе, приходится ставить на паузу и выходить людей обслуживать. Так что получилось, человек питается завтрак раз, между завтраком и обедом один-два раза, это 3, обед 4, потом пару раз покурить 5-6, и перед уходом домой 7 раз в день кушать. Ну, конечно, куда ж ты тут похудеешь? Ну, на этом все. Обязательно пишите, прошу, что получилось у вас, что не получилось. Любой режим можно под себя подредактировать. Вот получилось, я под себя его подредактировал. Всего доброго и до встречи на моих каналах.